Привет, коллеги! Вы на канале Azrael Code, меня зовут Денис, и сегодня немножко вернусь к теме YouTube API. В комментариях к одному из предыдущих моих видео, посвященных YouTube API, вы меня спрашивали, как получить список свежезагруженных видео на канал. То есть, как получить видео, которые были загружены последними. Я ответил, но решил также отснять видеоответ на этот вопрос. Задача с какой-то стороны достаточно простая. По сути, мы используем один метод, и этот метод нам отдает все, что нам нужно. Если вы впервые у меня на канале, то должны знать, что кроме, собственно, канала Azrael Code, у меня еще есть сайт azrael.ru и GitHub, где я выкладываю исходники к видео, если они к видео нужны. Если вам хочется что-то сказать, вы всегда можете написать в комментарии. Я все комментарии читаю и по мере возможности отвечаю на каждый из них. Под некоторые комментарии я делаю специальные видео, поэтому пишите комментарии и присоединяйтесь к моим группе в Телеграме, во Вконтакте и я есть в Твиттере. Ну и вы сами знаете, не хочется вас просить, но подписывайтесь на канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Дизлайки вы теперь ставить не можете, но лайки все еще. Пишите обязательно комментарии. Они для меня важны, они важны для YouTube и, безусловно, мотивируют делать контент дальше. Ну а теперь поскакали. Для поиска свежезагруженных видео на канале я использую метод Search. Поиск. Этот метод YouTube API умеет искать, естественно, не только видео, а и другие ресурсы YouTube, такие как плейлисты, такие как каналы, как стримы, ивенты и многое разное другое. Вот. Соответственно, я использую его для поиска видео, опубликованное на канале с заданным Channel ID. То есть мне нужно использовать параметр Channel ID для того, чтобы получить контент, который размещен на этом канале. Но для того, чтобы получить не весь контент, а лишь видео, я использую еще один аргумент, который называется type, тип, куда передаю, что мне нужны только видео. Хотя я могу получить в том числе и плейлисты, например. Вот. Соответственно, для того, чтобы получить свежие видео, опубликованные последними, я использую аргумент order, куда передаю значение date. Таким образом, я получу видео, благодаря type, опубликованные последними, благодаря date, на канале, ID которого задан в Channel ID. Вот и по большому счету вся магия. Сегодня я использую Python для работы с API. Зависимость у нас основная, которая нужна для работы в Python, это Google API Python Client. Ключ для работы Search List я использую API Key стандартный, Developer Key, то, что называется. Если вы не в курсе про ключи Google API, посмотрите мое предыдущее видео, посвященное всем ключам Google API. Ссылка где-то сейчас сверху всплывет и будет в описании под видео. Я его импортирую из пакета Creds. Вы можете прямо сюда захардкодить ваш API Key, который вы получите в Google Cloud Console. Ну и, собственно, я использую один метод build для построения службы, YouTube в данном случае третьей версии. То есть это служба для доступа к YouTube API в данном конкретном случае. Затем цепочку выстраиваю для обращения к методу list ресурса search и выполняю этот запрос. В качестве аргументов передаю те значения, которые я уже описал, и получаю 10 видео, указанные в Max Results, отсортированные по дате. Давайте отдампим ответ от YouTube API. Такой вот ответ получился. Здесь есть элемент items, который, собственно, есть ресурс YouTube Search Result, в котором у нас есть массив объектов, в которых есть объект видео, у которого есть видео ID, и сниппет, у которого есть published ad, дата публикации видео, и заголовок видео, которое мы нашли с помощью метода searchList. Вы видите, что здесь не отдается статистическая информация по видео, лайки, дизлайки, количество комментариев, вот этого всего. То есть через Search List мы можем получить только ID-шники видео, заголовки видео, картинки видео. И по большому счету все. Чтобы получить больше статистической информации по видео, нам нужно отправлять другой запрос к YouTube API, это videos.list.
Хочу обратить ваше внимание на один момент. Смотрите, мы получаем не все видео на канале через этот запрос, а некоторое количество, указанное в Max Results. По умолчанию оно равно 5, максимальная величина, максимальное количество ресурсов, в данном случае видео, которые мы можем получить через Search List, указав Max Results 50. То есть можем получить за один запрос максимум 50 видео, не больше. Чтобы получить следующие 50, допустим, видео или следующие 10, нам нужно использовать пагинацию. Для этого, когда мы обращаемся к YouTube API с запросом, мы в ответ также получаем значение Next Page Token. Это вот такая величина. Вот она. И у нас есть в аргументах Search List Page Token. То есть, чтобы организовать пагинацию, нам нужно отправить запрос на первые 10 видео, допустим, да, потом взять вот этот токен, и сюда указать page токен. И отправить запрос. И в этом случае мы получим следующую порцию ресурсов, в данном случае видео. Вот так это работает. Давайте чуть-чуть облагорожу вывод, чтобы стало это более заметно. Немножко я тут причесал, чтобы вывод был более презентабельный, не просто JSON в кучу, а как-то более видно. Давайте отправим запрос на 10 видосов и увидим, что нам отдаст по моему каналу, что нам отдаст YouTube API. Вот здесь я вижу, что последнее видео 5 января было, и другое было 29 ноября. Давайте попробуем разбить на 5 и получить эти же самые видео за 2 запроса. Как это будет выглядеть? Я отправляю запрос на первые 5 видео, отсортированные по дате, новые впереди, то есть это 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот эти мне сейчас отдадут в первый запрос, а следующие мне дадут через пагинацию. То есть вот эти первые 5. Отправляем. Вот мы их получили первые 5. Page токен мы получили такой. Передаем его в запрос и отправляем. Ну да, 29. Все вроде похоже на правду. То есть таким образом работает пагинация. С помощью Search List мы можем получить видео на любом канале, на любом публичном канале, все публичные видео. То есть те, которые не доступны по ссылке, мы не можем получить таким образом. Видео, которые приватные, естественно, мы тоже не можем получить таким образом. То есть мы можем увидеть все публичное с помощью Search List. Только такое. Вот. И это работает для любого канала, для любого публичного канала. То есть не обязательно этот канал должен там принадлежать нам. Мы можем пойти на любой канал и посмотреть, скачать все видео, ну, имеется в виду не скачать сами видео, а получить айдишники всех видео на канале. Вот. Для этого просто идем на канал, получаем channel ID и подставляем этот ID в запрос. Кстати, если вы не в курсе, как можно получить ID канала, если канал именованный. Вот. Заходим в любое видео. И вот копировать адрес ссылки. И у нас уже получается ссылка с Channel ID. То есть нужно просто забежать в любое видео. И тогда иконка канала станет не именованной, а Channel ID будет. Вот, давайте проверим, как это работает. Берем пагинацию. 15 видео. Вот видите, то есть я получил 15 видео с конкретного случайного канала, который я выбрал, отсортированные по дате публикации. То есть это работает для всех публичных каналов схема. Но у метода Search List есть один серьезный, критический, важный недостаток. Если вы смотрели мои предыдущие видео, посвященные, в принципе, Google API и YouTube API в частности, то знаете, что каждый запрос в API, в любом гугловском API, стоит нам некоторых виртуальных поинтов, юнитов, квоты, которые нам выдается на каждый API. То есть, что это означает? У нас есть определенный лимит
который мы можем израсходовать в разные периоды времени. То есть этот лимит устанавливается для каждого API, который мы используем. Используем мы YouTube API, используем мы Google Sheets API, Disk API, неважно. Нам часто выдается какой-то лимит. И этот лимит, он ограничен сутками, количеством запросов на юзера. Короче, много там всяких разных ограничений. И эти квоты, они бесплатные, за них платить не нужно, но их при этом нельзя купить. Ну, по крайней мере, я не знаю такого способа. Вот. Их можно запросить, увеличение этих квот, но, в общем-то, дается нам ограниченное количество. В частности, для YouTube API третьей версии нам выдается вот эта вот минимальная величина 10 тысяч запросов, 10 тысяч юнитов в сутки. И раз в сутки этот как бы лимит обнуляется. Так вот, большинство запросов YouTube API стоит всего лишь 1 юнит. И в принципе это недорого и не сильно мешает работе. Но конкретно Search List стоит аж целых 100 юнитов. Чем это плохо? Представьте, что вы хотите получить список всех видео на канале, где этих видео, ну не знаю, там 1000. У вас максимальное количество видео, которые вы можете получить через Search List, это 50. Соответственно, чтобы 1000 видео получить все их айдишники, нам нужно отправить 20 запросов. Каждый запрос нам будет стоить 100 юнитов. Неважно, какое количество видео мы запрашиваем, вот, нам это будет стоить 100 юнитов. Каждый запрос 100 юнитов. Если 1000 видео, то самый дешевый это 2000 юнитов мы потратим на парсинг, допустим, одного, в общем-то, такого среднего по величине канала. То есть, если мы строим какую-то аналитику в целом по YouTube, то нам, конечно, квоты в таком случае не хватит. Если у нас даже больше 5 каналов или там, допустим, мы отправляем какие-то дополнительные запросы, вот, то квота нам будет уже тут мешать. Поэтому Search List этим плох, потому что он ждет большую квоту. С этой проблемой вы столкнетесь, даже если будете строить статистику даже только по одному каналу, по своему, например. Вот, то есть вам в любом случае, чтобы получить статистику по видео через видеослист, через метод видеослист, например, вам необходимо сюда передать список ID, список видео, для которых вы хотите получить статистику. Этот список айдишников вы должны откуда-то взять. Вот. И получается, если вы используете для получения айдишников своих видео Search List, то если у вас видео много, вы очень много квоты тратите на, по сути, бесполезный запрос для вас. Тут, конечно, есть варианты оптимизации, когда вы можете, допустим, сохранять свои айдишники куда-то там в базу и обновлять айдишники за какой-то период, чтобы строить статистику. Но в целом есть способы и лучше, чем Search List. Как бы я сегодня рассказывать о нем не буду, но есть возможность получать список видео путем обращения к методу playlist items плейлиста загрузки, uploads. То есть этот плейлист, он недоступен всем, он доступен только владельцам канала, поэтому использовать плейлист загрузки для чужого канала мы не сможем. Но для своего канала мы это использовать можем. Но там немножко более сложный процесс, потому что нам нужно пройти WAUS-аутентификацию на подтверждение владением канала, чтобы получить возможность запрашивать списки, в том числе плейлиста загрузок. Ну, короче, такая сложная достаточно структура. Если вам это интересно и нужно, напишите в комментариях, типа, Денис, мы хотим видос про то, как дешево получать список видео для своих каналов. Например, если запросы у вас будут, то, возможно, я такой видосик сниму и расскажу, как это сделать. Я сам именно таким способом для своих каналов информацию получаю. Вот. А Search List это, в общем-то, больше подходит для парсинга информации о видео чужих каналов, конкурентов там каких-нибудь отслеживаем или там ищем контент подходящий. Вот. Для этого, естественно, Search List приходится использовать. Ну и еще пару полезных моментов про аргументы Search List хочу вам рассказать. Во-первых, мы можем получать видосы по количеству просмотров, view count, да, то есть и мы тогда будем получать список видосов, самые популярные на канале. Самые популярные на канале. Вот, то есть мы теперь знаем, что вот на этом канале вот это видео самое популярное. Вот. Но иногда интересно получить
допустим, те же самые популярные видео, но за какой-то конкретный промежуток. Потому что если мы берем видео самые просматриваемые, то сюда у нас попадают достаточно старые видео, а это не всегда релевантный контент. Если мы, допустим, парсим конкурентов, изучаем конкурентов, нам не всегда нужно получить самые просматриваемые видео. Там, если они опубликованы 10 лет назад, естественно, они самые просматриваемые. Нам интереснее, что из свеженького у него хорошо зашло, чтобы снять что-то, допустим, подобное, похожее, и рассчитывать на какой-то успех. Для этого в Search List есть два аргумента: published after и published before. Вот. Здесь мы указываем аргумент, время, допустим, отбираем самые популярные видео, опубликованные после заданного времени. Давайте покажу, как это работает. Конкретно в Python мы создаем дату вот таким образом, ну, может, какими-то еще другими способами создавать. Вот. Но обязательно указывает tz-info, вот, и ISO формат, чтобы все было хорошечно. Вот. Получается, здесь я передал аргумент, что я хочу получить все видосы, которые были опубликованы на этом канале после 1 января 2020 года в 00:00, вот, по UTC. Вот. И, соответственно, когда я выполняю запрос, я получаю вот такой вот список видосов, и все они были опубликованы после 1 января 2020 года. Но что, если я, допустим, хочу получить видосы за какой-то конкретный период? Возьмем аргумент published before, подставим его сюда и, допустим, возьмем видосы, которые были опубликованы в 2020 году, но не были опубликованы в 2021 году. Вот, то есть берем период полностью 2020 год, с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года. В этом случае у нас из популярных должны вывалиться вот эти видосы. Да? Давайте вообще возьмем 21 год для красоты. Сейчас уже 22 год, вот, а здесь в основном 20 год. Давай посмотрим, что успешное было на этом канале в 21 году. Да, то есть 20 года здесь много. Вот, да, поехали. Ну, вот что-то есть. Но, повторюсь, недостаток Search List, то, что он не отдает никакой статистической информации по видосу, ни лайков, ни комментов, ничего. То есть мы видим, что он вроде как популярный за этот период, но насколько он популярный в абсолютных величинах, непонятно. Нам эту информацию не дают. Ну и в поиске популярных видосов мы можем еще использовать не только view count, а рейтинг. Рейтинг — это такая какая-то неизвестная величина, вот, но я так предполагаю, что рейтинг — это что-то среднее по количеству лайков, дизлайков и комментов. Вот. Поэтому, не знаю. Ну, в общем, это тоже какой-то мерило популярности видосов. Вот, и тут у нас получается вообще 2016 год у этого видео на первых местах. Вот, ну, в общем, с помощью вот этих вот всех манипуляций можно получать некое приближение для анализа видосов на каналах, которые вы хотите проанализировать, при этом не тратя квоты в большом количестве. Вот. Ну или, допустим, вы можете выбирать свои видосы на своем канале после какой-то даты, допустим, все предыдущие айдишники вы положили в базу. Вот. И чтобы уменьшить количество запросов, вы просто выбираете все видео, которые там после какой-то даты, которые вы занесли в базу. Ну, то есть published это, published before, вот это все можно использовать. Вот. Что еще интересного? Естественно, у нас есть аргумент Q, в который вы можете задать поисковый запрос. Есть еще несколько разных интересных параметров, которыми можно пользоваться, например, категории. Вы можете получать при условии, что правильно откатегоризированное видео на канале. Ну, всякое разное. Но напомню, когда мы выбираем по типу видео, то у нас сюда не попадают там плейлисты и, по-моему, не попадают еще и стримы. Вот. А это для некоторых каналов важно. Вот. Но это надо проверить. В этом я не уверен. Проверьте. Расскажите в комментах, попадают ли сюда завершенные стримы. Кстати, интересно. Вот. Ну, по большому счету, это все, что я хотел рассказать сегодня про YouTube API. Если понравилось,
Пожалуйста, лайкните, напишите в комментах, что понравилось. Вот. Если что-то непонятно, смело задавайте вопросы. Исходники будут на гитхабе, ссылка будет под видео. Вот. Ну, тут особо какие исходники-то, ничего тут особенно нету, но выложу, будет лежать, ссылку покажу. Вот. Если нужно продолжение про получение через плейлисты, тоже пишите в комментах, потому что там достаточно объемное видео должно получиться, наверное. Не уверен, что его нужно делать. Но если нужно, напишите. Ну, в любом случае, спасибо, что досмотрели. Вот. Вы знаете, что делать с лайками, комментами. Вот. И до новых встреч. Спасибо.